Сегодня как бы праздник, день Рождества, как бы день рождения человека, который, по мнению христианского культа, родился именно сегодня. Мне же надо, тебе надо мне рассказывать, что ты хочешь узнать. Ну, давай, SEO оптимизировано, красиво, так как да, та, которая изучала психологию, без всяких эзотерики. Но это да. вот просто мне расскажи, что бы ты сегодня хотела узнать. Какое бы расследование ты сегодня хотела в честь Рождества? И что там вообще происходит, да, вот в этот период? Что там вообще за процессы у нас? Я посчитаю от 3 до 1. Ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство, где будешь считывать только истинную информацию. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да, Что ты видишь? я услышала м, звон колоколов, Мгм. который как бы зовет. Он идет из сектора магии, вот в сектор а, считывается причастие на уровне а, плечевого сердечного центра. Поворачивается. Там я рассматриваю как Землю, планету. Мгм. Я настроилась на энергетическое тело планеты, то есть на энергоинформационное тело планеты или, скажем так, на поле человеческого разума. И оно потом Мгм. закрутилось в такую спираль и вот так полетело в сторону, и там именно с этой стороны, если мы планету Земля рассматриваем с точки зрения вот где Европа, Азия, Африка, то оно четко попадает и слышу Ватикан. То есть это точка Мгм. входа. Так. А что это за точка входа? Что это означает? Сейчас я посмотрю. Там такой выглядит, считывается энергетический казус, как какая-то плесень считывается, выглядит как бляшка какая-то, как крышка от кастрюли. Считывается энергия плесени, застой, энергетический казус. И как бы прошил этот Ватикан, и получается петля такая. Сектора магии, вот так оно повернулось, развернулось, как бы считывается, ударилось и уходит в сектор интерферентов. То есть эта система, вот эта петля, вероятнее всего, это та петля, которую я видела 3 дня подряд во сне. Мгм. Считаю, что это за энергия, это петля. Считывается культ, и там какой-то, как будто бы звучит э, другой язык, как клацание языком. Мгм. Из сектора магии, как клацание языком, и Так. я вижу, считывается майя, племя майя. Я вижу голых людей с перьями и в каких-то повязках набедренных, как будто бы с копьями. Так. Как они связаны с этой петлей? Считывается разгар цивилизации. Разгар– это как будто бы в поддувале кто-то кочергой ковыряет. В этом смысле разгар человеческой цивилизации. Мгм. Так. Как эти майя связаны с этой петлей, культом?
Оно считывается как первоисточник культа смерти. И вижу, от них пошла еще такая прозрачная петля. Это петля времени. И тоже она такой узел в секторе интерферентов считывается в загробной жизни. Загробная жизнь. Культ загробной типа жизни. Мгм. А что это за петля времени? Сейчас я посмотрю. Она сходится именно там с этой энергией, которая идет от Ватикана. Я слышу время, передача информации через поколение, энергетическая ДНК. Я вижу, что в эфирном плане время находится в одной позиции, считывается, в одной позиционной временной шкале. Оно как будто бы замерзло, то есть оно здесь и сейчас. Мгм. В нашем представлении время линейное. В энергетическом уровне оно имеет форму восьмерки, и на пересечении этих двух волн оно буквально считывается как заморожено. И такое впечатление, что в этом пересечении считывается пересечение двух культов. Мгм. Культ смерти древних майя и культ иезуитов. Я вижу как будто бы подвал, такой как замок, старинный, каменный, и там стоят такие мужчины. Считывается Мгм. культ иезуитов. И на полу что-то светлое лежит. Так, смотри, что это светлое там. Я вижу, что оно считывается в разобранном виде. Я вижу, что там нарисован как будто бы ам, круг, а в кругу привязана девушка. Мгм. Оно считывается девственность, чистота, изюминка, изюминка мира. И я вижу, что вот эта девичья чистота, она символизирует, я слышу, мир до грехопадения. Мгм. Так, что в этом зале происходит? Где эта девушка привязанная? Я вижу, что я слышу культивация нового мирового порядка. Культивируется новый мировой порядок. Там такие, как рыцарский антураж, факелы. Считывается культ иезуитов и культ голова быка, которая как символ висит над этим действом. И в этом они какую-то важную персону принесли в жертву. И культ быка, голова быка коричневый. И идет подключка к сектору э, магии, но больше к сектору духов. Вот так вот. А, Мгм. я слышу поклонение Люциферу. А этот бык, кто это? Мгм. Оно считывается как культ худшие из худших, то есть культ, где люди сознательно стараются быть, буквально я вижу, как бы переступить через добро и Мгм. стать худшим исполнением себя. Так, хорошо, посмотри, какую важную фигуру они принесли в жертву. Мне уже несколько раз идет Марию Магдалену.
Мгм. Считывается библейский пафос. Сейчас я посмотрю, что это за девушка или женщина. Мгм. Она говорит, что она мать. Ну, один раз прозвучало троих, а другой раз прозвучало двоих детей. Так. Кто она? Она считывается, от нее идет энергия наложница Христа. Почему-то не жена, а наложница. Почему наложница? Может, потом посмотрим? Давай. А, Мгм. Почему Но именно ее принесли в жертву? эти мужчины, которые иезуиты, они шепчутся между собой, Так. Приказывая там самому главному которые держат проявиться. вот этот символ быка. Мгм. Найди там самого главного. Он жрец. Говорит, что он жрец, понтифик. Мгм. Спроси у него Рим, разрешения с ним пообщаться. у него, да-да, на голове такая красная какая-то тиара, а, в виде карты, вот эта бубна красная. Мгм. Сейчас я спрошу, что он там делает. Он показывает, у него вот это красное, они вот все в черном, а он в красной, такая как накидка, и красная такая как часть сердца на голове шапка. И он, я вижу, берет такую, это, наверное, метафора такая, как кочергу, и говорит, что он выдавливает пустоту, а делает он как будто бы этой кочергой как бы ковыряется между ног этой девушки, которая распята там. Мгм. Спроси у него, что это он делает. Он Что за говорит, что он пустоту он создает выдавливает. из нее культ благочестивой какой-то Марты или Марты. И вижу икону такую. Я сейчас посмотрю, кто это. Мгм. Это вот этот благочестивая Мария Магдалена. И, Так. и с этого, когда он там это там делает, какое-то такое круговое движение, как будто по спирали, то с этого всего выходит как икона такая, и там такая девушка молится, и такие благочестивые типа глаза вверх подняты, так с пафосом. И от этой иконы идет подключка в сектор магии. Нужно посмотреть, М. кто там в секторе магии находится. Давай проявляем того, кто находится в секторе магии. Там я вижу, считывается писарь. Мгм. Приказывай ему Считывается отвечать. бубна короля. А вот этот понтифик, ам, который поклоняется вот этому быку, Мгм. там считывается вот этот образ быка, Осирис, я слышу, и связка с культом майя. Мгм. Вот. А выше над этим всем вот еще одна подключка, и там сидит, я слышу, писарь. Сейчас я посмотрю. Это энергетическое пространство, как новогодняя елка висит в пространстве. Ну, шар на елке как будто бы. И там Мгм. такой чинец, который в черном одеянии пишет легенду о спасении Христа. Мгм. Так, спроси у него, для чего он пишет эту легенду. Он говорит, мы создаем новый культ.
Мгм. Культ для рабовладения человечеством. А кто это мы? Кто они, которые создают этот культ? Он вот так вот показывает, черный дух, это как Вельзевул выглядит. Он говорит, что это, говорит, культ Христа показывает на Вельзевула, на дух э, считывается. Вот надо посмотреть, что это такое. Он буквально как Вельзевул выглядит. Черная Мгм. Открываю фигура, его. а он говорит на этот, на Вельзевула дух Христа. Потом эти майя, которые приносят в жертву, и вот эта восьмерка постоянно. То есть это запечатлено, как здесь и сейчас, в одном моменте. Это не важно, что это разделяли как бы сотни, наверное, лет. Оно все Мгм. висит рядом. Потом еще идет в секторе магии. Я вижу буквально такая метафора, как тесто месить, и оно как раз символизирует создание мифической иллюзорной реальности, а считывается революция сознания. И когда я подумала, что это за революция, я вижу, что как будто бы перевес на весах, на чашах весов, и слышу, что как бы символическое зло, вот эти низковибрационные энергии, культ Сатурна прозвучало, Мгм. перевесило а, чистоту сознания. А чистота сознания, она такая легкая, вообще невесомая как будто бы, но Мгм. большая. Потому что энергии очень светлые, они как будто бы даже идет такое, как улетучиваются, поднимаются постоянно вверх, как пар. Мгм. А вот эти те тяжелые энергии культа Сатурна, они вот так вот давят на эту чашу весов и продавливают ее, хоть они вот так и как бы маленькие по сравнению с этим, но очень тяжелые энергии. Считывается культ Сатурна, культ Люцифера, и в секторе, и оно связывается этими подключками или, скажем так, порталами энергетическими, дорожками Мгм. в каком-то Я пространстве, где я снова вижу этих изуитов, которые тоже считываются как культ Сатурна, но на более глубоком уровне. И они тоже стоят, и тоже этот в красной, этой, с этим сердцем на голове, Мгм. но уже на другом уровне, более низкий. Сейчас я считаю. Это считывается как дубликат культа Сатурна. Мгм. Считывается как плоскоэнергетический. Как интересно. Оно такое плоское, как лезвие, острое. То есть это магия. Считывается магия мышления. Мгм. Так, вернись вот к этой восьмерке и замороженной точке. Да, Как она влияет вообще на людей, на наше пространство? она стягивает и удерживает вместе все вот эти энергетические, они считываются происшествия. То есть культы, считываются культы разных народов, Мгм. и я вижу, что оно имеет тоже символическое значение. Вот я буквально увидела, как мозг состоит из двух частей. Вот Мгм. звучит brain по-английски, а между частями мозга есть такой толстый, как провод, который соединяет левое и правое полушарие. Мгм. Я вижу именно это тоже там, это соответствует строению человеческой психики. И вот эта точка посередине, она считывается как это, ну, я говорила, как крышка кастрюли, от кастрюли, да? Вот как Да. плоская такая острая крышка, которая перерезает правое полушарие,
от левого. Так, Считывается там сейчас слово прозвучало какое-то. вернись А, к этому слову. Я Что за слышу слово? генезис. Генезис — это в смысле как начало, бытие, начало, начало, генезис, то есть с чего началось. Что началось? Ну, это смысл такой идет. Началось, я слышу, Так, перерождение мгм. Как, что? человечества. Так. Это крышка, вот это вот между правым и левым полушарием, Да. это так и было задумано при творении человека? Она там должна Нет, быть? я вижу такую руку. Нет, Мгм. конкретно нет. Это следствие культа сатаны, то есть Так. противника. И что это крышка, которая находится вот в человеческом мозге? Что она меняет в человеке? Я слышу, мешает видеть себя изнутри, чувствовать свое, я слышу, пришествие. Что это значит? Что это Твоё значит пришествие. пришествие? Твоё пришествие. Пришествие — это идет как рождение. Я вижу ребеночек, который родился, снова воплотился. То есть это когда идет перерождение души, то я слышу потеря потенциала. И каждый раз, когда человек рождается, то он не по восходящей идет, не Мгм. совершенствуется, что соответствовало бы развитию божественной души, потому что заложенные потенциалы внутри божественной души, а Мгм. наоборот деградирует. Оно Так, а считывается когда путь в никуда, и идет человек с каждым воплощением дальше как бы продвигается к сектору магии. Он становится магом сам по А отношению к сейчас, себе. те, кто рождаются, они уже сразу с этой, крышкой в Да, голове оно рождаются? таки и считывается, генезис, то есть оно М. через ДНК передается, А я давай слышу, найдем, внутренняя уязвимость. давай найдем, когда эта крышка впервые появилась вообще у человека. Что произошло на физическом плане? Я вижу жуткую картину. Это вот в секторе магии, то, что проявилось самое первое, это считывается ключевой момент цивилизации майя. И я вижу, что что-то необычное и противоестественное. Я Давай вижу, проявляем на свет, что там происходит. я вижу, что на каменном столе лежит немолодой э, ну, мужчина, скажем, или девушка, которых, ну, как бы мы знаем, что приносили в жертву. А Мгм. я вижу там и слышу, лежит вождь. Он старый, такой коренастый мужчина. На голове такой, как корона из перьев. Считывается вождь майя. Мгм. А возле него стоит буквально как демон. Более молодой мужчина, он более проворный, более наглый. И я вижу, что он вырывает сердце у этого вождя. Так, и И что происходит в этот момент на эфирном плане? он поднимает это сердце вверх, и я вижу, как это сердце переплывает прямо на корону этого изуита. Я слышу формирование культа изуита. То есть в основе этого культа лежит вот эта уязвимость, это искажение, этот контракт, Так, который стал какой? контрактом не только этого человека или двух человек, но и всего общества. И когда я это говорю, то я вижу, почему вот это так происходило, так высоко-высоко. Я вижу, что стоит такая пирамида,
как ступенчатая черная пирамида, а это как-то перед пирамидой. Не на пирамиде это происходит, а как будто бы такое возвышение какое-то э, перед пирамидой, а вокруг этой пирамидки поменьше стоят люди, и они М, на это все смотрят. И я слышу, что вижу, что это поменьше пирамидка, которая светлая, что она изначально была как предназначена для служения культу солнца, культу света. И люди мгм, такие, я вижу их сияющие тела стоят вокруг. Но когда этот сделал вот этот ритуал, он убил вождя, то я вижу, что люди как будто бы вот так отвернулись сами от себя и завернулись внутрь своими светлыми частями, а темные, как скорлупа, их поглотила. мгм. Я слышу, что они в этот момент перестали слышать себя, отключились от сознания всеобщего блага. Так, И я хорошо. вижу, А как почему? потухло, как будто бы потухло. То есть как будто бы Так, свет был выключен. мгм. А почему это распространилось прям на всех людей на планете? Каким образом это распространилось на всех И людей? почему это распространилось на всех? Это выбор группки людей, да, которая позволила там принести жертву своего Да, вождя. сейчас я посмотрю, что произошло. И я вижу, Мгм. что у них как будто бы отделяется от этой ситуации, от каждого человека, отделяется как маленькое закрытое сердце. Вот так как бы согнулось вовнутрь. И эти Мгм. сердца собрались вот буквально в ноосфере, то есть в общем поле человечества, и оно вот так приплыло как бы в противоположную сторону планеты. Вот оно было вот там, но оно почему-то вот приплыло и вот встало как бы там, где Урал, скажем так, по центру. Эти все сердечки вот так поприплывали, поприплывали, и вот там как бы примагнитились. Сейчас я посмотрю, почему. Мгм. Там считывается пустота. Так, что значит пустота? Какая там Я пустота? слышу, что произошло, это буквально какое-то физическое явление, то есть это физика тоже подтверждает духовные законы. Это как перераспределение энергии произошло. Мгм. Так, и когда эти сердечки туда притянулись, что происходит в пространстве вообще с планетой? А после этого это как вакуум втянул его, а потом оно от этого вакуума начало, я слышу распределение, началось распределение. И я вижу опять этот символ мозга человека и этого Мгм. символа времени, бесконечности. И оно вот с этой точки, вот где это лезвие между полушариями, Мгм. начало распределяться как диффузия. Мгм. Я слышу, что был потерян угол зрения, угол внимания, угол зрения, Мгм. рассосредоточился. Я вижу, что и в этих рассосредоточенных, э, скажем так, молекулах слышен крик этого Вождя? вождя. То Хорошо, есть, вернись к этому вождю. Давай да, зайдем в момент еще до того, как его принесли в жертву. да, я вижу, Спроси у он него стоит. разрешения с ним пообщаться. Сейчас, одну секундочку. Он стоит Мгм. такой большой. Он не как люди сейчас. Очень большой.
Мгм. И в руке что-то держит, как будто бы скипетр какой-то, вот такую палку держит. И он одет, он не голый, он одет в какие-то странные одежды. Ну, М. я рассматриваю, вижу там даже не странные, на нем очень много одежды. Мне интересно, подожди, я хочу его рассмотреть. У него Мгм. плащ такой длинный, как будто бы из шерсти, выткан с такими узорами. И штаны у него тоже такие, и много красного цвета. И красиво очень. И сапоги, и за поясом топорик. Мгм. Совсем не похож на племя майя, да, которые там Он похож, голые. знаешь, на кого? На украинских гуцулов. Мгм. Да. Вот. Спроси у него разрешения с ним пообщаться. Он как будто бы темную такую энергию так собрал с лица. И опять вижу уже второй раз, он как будто бы вот так вот разослал перед собой такую, ну, как рушник простилают. М. Сейчас я посмотрю, считаю, что это означает. Оно Мгм. считывается «добро пожаловать». Так. Что это для нас обозначает? Что мы можем с Он ним говорит пообщаться? «поговори со мной». Мгм. Спроси у него, кто он такой. Он уже несколько раз называет, он говорит, ну, идет информация, что типа я не пойму и не смогу перевести, потому что этот язык как лацанье такое. Мгм. Он говорит, что его зовут Михаил по-нашему. Хорошо, а кто он такой? Он говорит, что он вождь майя и показывает, что он ездит на такой повозке. Лошадь и такая повозка там есть. Мгм. Так, в видит ли он ту ситуацию, когда его принесли в жертву? Он говорит, что он кричит до сих пор, но никто его не Мгм. слышит. Ну вот мы услышали. Если он хочет, то мы можем помочь ему с этого выбраться, с этой ситуации. Ой, как интересно, он слышит твои слова. Ты вот так вот тут стоишь, от тебя такой, как свет, как солнце такое. Свет такой белый, нежный. И такие, как капельки, отрываются к нему прямо вот туда, на эту дорожку, где написано «Добро пожаловать». А он раз поднимает голову и смотрит на тебя. И опять Мгм. говорит «Я Михаил». По-вашему, Так. говорит. Мгм. А кто этот молодой человек, Он который говорит, принес что это его в его жертву? сын. Мгм. А что это за ритуал? Почему он был принесен в жертву? А, Он говорит, что он его предал, ну, отца, чтобы завоевать власть. И показывает, вот я вижу, что этот а, молодой человек, его как-то зовут, прозвучало что-то типа Урсул или Усул, вот как-то так. И левая нога у него как бычья нога. Даже, ну да, бычья. От колена у него как нога быка, левая только одна. И я вижу, что он занимается колдовством, магией. Так. Этот контракт, который ты увидела, кто стороны этого контракта? Вот этот Михаил Мгм. и вот этот, ну, назовем его Урсул, пусть будет так, Мгм. с этим копытом. Оно считывается превращение человека в быка. Вот этот бык. М. А, Тот Это культ. культ смерти, да, культ войны, культ смерти. Мгм. Есть ли еще стороны этого контракта?
проявляем всех. В секторе интерферентов там такая энергетическая субстанция, как будто бы квакает, Так, что это за как энергия? медуза, в которую Проявляем как бы свет. застряло, считывается все человечество. Оно Мгм. Что это за считывается как энергия? ложь, Мгм. амнезия, ложь, которая спровоцировала амнезию человеческого сознания, и от этого это как гипноз, амнезия, создалось такое образование в эфирном пространстве, как загустение человеческой мысли, потому что человеческая мысль, она вот как считывается миг, чух, так, чух, и сразу же Мгм. творит сияющая, как стрела такая. Вот. С этой Так. стороны, которая как будто бы на голове у такого существа, как эти вот перья на головах, Мгм. такое впечатление, что от этого как раз и начался вот этот звериный культ жертвоприношений. Этого события? Да. Так, вот это вот, ты говоришь, это медуза на голове у какой-то сущности. Что это за сущность, проявляемая на свет? Ам, Это как трафарет, энергетический двойник божественного начала культа смерти. А что значит божественное начало культа смерти? Сейчас я считаю божественное, что означает. Бог считывается как невидимый владыка. М. То есть вот это здесь и я слышу конфьюз. Это точно такой же конфьюз, который заводит человека в заблуждение. Э, Например, духовность. Мгм. Духовность бывает двух начал, но люди думают, что если это духовность, значит это все хорошо. Но духовность это все то, что спрятано за а, материальным восприятием, за Мгм. Тогда физическим получается, восприятием. и божественное — это не все про свет, Не все не про только свет, да. свет. Вот эти боги это то, Мгм. что как бы за пределами физического восприятия, то, что Но они невидимо, бывают. но которое влияет. То есть Мгм. божественное, можно сказать, и про, вот я вижу, и про дух света, я слышу, и про М. дух тьмы, то есть два начала, два Мгм. вида богов. Точно так же, как творение света, это магия тоже, магическое превращение, это как бы мысль превращается в реальность. Но есть светлая магия, скажем так, с этой стороны, когда исходит из я слышу из числа, как бы из числа пи, я слышу, Мгм. и из матрицы восприятия и единения с божественным светом. И магия, наоборот, темная в ее темном проявлении, которое основано на манипуляции, вот именно лжи, насилии. Мгм. Это тоже магия, то есть, ну, ритуальность и так дальше. Это вот ее характеристики. Так, И хорошо. Ну, тяжесть, да. отсоединись от этого всего. Мгм. Вернись к этому контракту этого Михаила. Он вот так как-то, как будто бы из себя достает,
как будто бы черный клинок у него в груди и в животе. В какой момент этот контракт образовался в его пространстве? Что произошло Он на говорит, физическом плане? что тогда, когда рука не дрогнула, говорит, моего первенца, Мгм. убить отца на глазах э, всех людей. И это был акт сильной психологической атаки, магии черной буквально, в М. самом грубом проявлении. И я вижу, что на этом как раз и держится эта иезуитская власть Мгм. Ватикана. То есть это ее духовное начало, скажем так. Мгм. Вот это. Когда этот контракт образовался, что почувствовал Михаил? Он говорит, что когда рука его сына не дрогнула, то он буквально как бы закрыл глаза и говорит, что он потерял себя, потерял ориентир, и то есть это полная фрустрация. Мгм. Каковы условия этого контракта? На что он согласился по нему? Ой, какой свет полился с этого контракта. Он говорит, что он не должен, ну, контракт этот говорит, что Михаил не должен был дожить до лет своего рассвета. Я вижу, что он никогда не воплотился. После этого? Да, он никогда не родился. Его душа раздроблена на миллионы частей, и дальше вот эта диффузия продолжается, потому что постоянно вот этот культы, я слышу дохристианский культ Осириса, там как бы соединены многие культы. Мгм. Это как одна рука, но много пальцев. И как будто бы пальцы называются по-разному, но они делают то, что хочет рука. Точно и так же вот этот дух Люцифера через разные культы он вот вобрал в себя и, так и слышу, организовался в культ христианства. Мгм. А его главный контракт как раз держится на этом жертвоприношении. Так и звучит, сыном отца, так считывается. Мгм. Посмотри условия еще этого контракта. На что еще согласился Михаил по нему? Он смотрит, как будто бы земля под ним вот это разверзлась, там, где приглашение с нами поговорить, потому что мы М. как будто бы из двух миров друг с другом говорим, как будто бы земля под ним разверзлась, и там такой огонь, считывается пекло, и он и снова не дожить до дней спасения человечества. Еще что? Я ему говорю, чтобы он успокоился, что он может, если желает, он может собрать все свои частицы, собраться вместе, потому что когда я с ним вот говорю, он начинает рассыпаться на части. Мгм. Вот как эта Магдалена рассыпается, рассыпанная на части, вот так само и он. Он говорит, что он предтеча Христа, Мгм. что его ликвидировали, говорит, за 3000 лет до появления Сына Человеческого. И я вижу, что этот Сын Человеческий, он не был тем Иисусом, который есть, ну, которого создали Мгм. Мгм. сказочники Ватикана. А он, наоборот, боролся с этим культом. Мгм. А почему этого Михаила удалили, убрали за 3000 лет до появления этого Что-что? Христа? Почему его убрали Куда? за 3000 лет? Говоришь, убили и убрали за 3000 лет до этого рождения Это Христа. событие было.
когда М, с ним это произошло. хорошо. Когда ты ему говоришь, чтобы он собрал свои раздробленные кусочки души, что происходит? Делает ли он это? Я на него смотрю, и он как будто бы за стеклянной такой какой-то витриной. И я вижу, что этот огонь как бы пробирается к нему. И я сейчас это замораживаешь, потому что он Мгм, как будто бы разворачивается и уходит. Я ему передаю, и идет информация, считывается, что культ грез, смерти, и я вижу там целый как энергетически информационная прослойка считывается, которая веками навязывалась человечеству про смерть. Я вижу, как там лодки плывут, как будто бы Аида, и лошади какие-то. Разные-разные эти все сказки. мгм, И он говорит, что его сын создал сильную магическую ритуальную базу и показывает, как этот, я уже говорила, у него нога быка, и он как мгм, будто бы сидит, э, как будто бы человек с одной ногой этой с копытом, а между ног вот так держит, как таз с черной водой. И так, он, что как это? вижу, как умывается, а у него, я присматриваюсь, потому что я смотрела на него, он как будто бы спиной ко мне сидел. А когда я вот так Мгм, вот смотрю, у него морда быка с рогами. мгм, И идет информация от него, что он убийца своего отца. мгм. Хорошо, вернись к этому контракту Да, и вот он посмотри, пылает. что потерял Михаил по этому контракту. Он говорит свой дух. А что получил? Он показывает, что в секторе интерферентов его дух, то есть его это ядро его сознания, его души, ядро души находится как будто бы простыня растянута, а, как над пропастью, как над колодцем, ну, буквально как будто бы расщелина такая, вот растянута, и я вижу, что в этом там как бы застыла его душа в этом крике. Мгм, Он сказал, что он стал, а, как соединил с собой а, многие культы, мгм. говорит, страсти смерти. Так, И в нем хорошо. же также считывается энергия этой девушки, которая Принесенный. считывается наложница. Мгм. Так, хорошо. Видит ли это все Михаил, весь этот его контракт, где он находится, все это раздробленные кусочки души, и все это он видит, осознает? Он с тобой говорит и говорит, ох, сейчас я вернусь обратно, что он сказал. Ох, уважаемая женщина, и показывает, сколько ты раз воплотилась, сколько раз твоя душа прошла. Не он показывает, а он обращает внимание на то, да, Мгм, он разницу делает между тем, сколько ты могла, ну, имела возможности поменять свое, он говорит, добыть опыт, поменять мгм, свои прошлые решения в прошлых воплощениях и все равно как бы выйти из ада, он говорит. мгм, Говорит, а я лежал, и опять говорит, показывает вот это, идет как по нашему времени, как 3000 лет. И он мгм, стал этим лезвием. Он говорит, страх смерти, вот этот крик.
Мгм. смерти. Он говорит, поднял руку на отца ради Так. власти и денег, ради М. манипуляции над людьми. Я ему... И сейчас мое внимание раз переключилось на тот ритуал, который делал его сын. Так, что там за ритуал? Вот он сидит, это козлиная бычья нога волосатая с копытом, и он делает ритуал. И я вижу, что он делает какой-то магический ритуал, Посмотри, ш- что это за чтобы ритуал. добыть кровь отца, чтобы рука не дрогнула. Он делает ритуал. Я вижу, что он в эту черную какую-то массу смотрит, как в зеркало, и опускает туда перо, Мгм. как будто бы перо из этой короны, а, опускает и вынимает, опускает и вынимает. И вижу, что он в этот момент этого ритуала происходит как энергетическая вспышка. Так, что это за вспышка? Сейчас я посмотрю. Я вижу, что в этот момент этот жрец, или кто он такой там, вождь, Вождь? говорит, Мгм. он как будто бы считывается как энергетическая синхрония. А, услышал этот магический призыв, Мгм. собрался и пошел. Я спрашиваю, почему он пошел? Так. А у него плечи опущены. Он говорит, что его сын навел на него а, Мару. Мгм. Так. Видит ли он сейчас, что там за ритуал делает его сын? Какую мару он на него навел? И как это на него подействовало, что он потом пошел на верную смерть? Он опять говорит, ох, дочь моя, и снимает из головы этот черный имплант в виде этой черной короны. А этот его сын, Урсул, Мгм. он как завизжит, потому что этот энергетический всплеск как бы его ударил. Мгм. Да, проявляем всю эту магию на свет. И пусть этот Михаил приказывает своему сыну забирать все его магические воздействия, если он хочет. Михаил, если хочет, пусть приказывает своему сыну забирать все его магические воздействия. Я вижу, как этот, ну, он считывается сейчас как князь. Мгм. Он встает из этого, считывается, лабиринта смерти, и с этого каменного стола, и вот хватает эту руку, вот так вот, Мгм. руку сына, которая не дрогнула. Мгм. Он хватает ее, ну, его за левую руку, и она такая, как ледяная, то есть эта программа сформировалась. Мгм. Вот. Встает, и с него вот этот панцирь а, как бы спадает, и он выходит, и я вижу, как он эту черную корону, навязанную сыном, сейчас я считаю, что это за корона. Корона подчинения. Мгм. Она выглядит не как эта корона из перьев, а как шуты носили эти шапочки Мгм. такие с многими такими. Скоморохи. Да, как эти, да, интересно, что оно символизирует. Оно символизирует, я слышу, шутейник, э, то есть невоздержание слова, то есть как шутка, как гротеск. Мгм. Так, как меняется это все жертвоприношение, Я вижу, все это что в событие. этот момент он вытаскивает из себя этот черный нож,
Мгм. И эта вся черная энергия уходит. Я передаю ему, чтобы он вернул все частицы энергии его потерянной. Он может сейчас отменить свое жертвоприношение и приказать этому Урсулу убрать всю магию и применить к нему же по конам Божественной Вселенной. Карму никто не отменял. Пусть забирает его же руками. И я вижу, как этот дух, который руководил этим Урсулом, сам ложится на этот стул, Мгм. и как будто бы сама же эта энергия, то есть Урсул сам себя как будто бы бьет ножом и выходит с этой ситуации. И Ну, когда он как вышел, Мгм. все как-то чух-чух-чух и растаяло, как будто бы исчезло. Вот посмотри контракт. Михаил расторг этот с сыном. А вот эта огненная река, которая нас разделяла, этот огонь вот так поплыл в сектор магии. А вот этот Михаил, он вот так встал, я вижу, у него образовалась энергосфера, как у человека, круглая, как Мгм. шарообразная. И сейчас я присматриваюсь и вижу, он так стоит, а перед ним вот так, где сердце, такая, как книга открыта. Ну, такая, Ну, как будто что бы это? каменная, но Что это? сияет сейчас в сердце. Я вижу там крылья в этой книге. А, Что это за Он книга? говорит, что это символ божественного единения, свободы. Я вижу, как он берет и ломает вот эту завязанную энергию, вот этим символом бесконечности. Вот этой И замороженной вытаскивая, точкой. да, и вот эту точку, как кинжал, вытаскивает, и задрожал этот символ. Знаешь, как эти бульки дети пускают мыльные. М. Мгм. Он задрожал, и время, я слышу, стало цельным. То есть энергия времени освободилась от этого ключевого момента. Мгм. И я вижу, как в другом пространстве эта же информация сразу же передалась как считывается, компас, стрелка компаса как бы закрутилась, завертелась, и сразу же эти изуиты, которые там Мгм. находились, вижу, Так. что это прозрачная, более низкая версия, замороженная, она расплавилась, Мгм. и вот эта ам, наложница, которая считывается, жена, наложница, Так, я как там вижу история лицо ситуация? Валерии нашей. Мгм. Я с самого начала считала ее энергию. Мгм. Освобождается и задрожал в секторе магии этот писарь. Мгм. И я смотрю, что у него в руке вот это перо, которое считывается клинок. Тот же клинок, которым был убит этот Вождь. вождь. И я спрашиваю, кто он такой? Мгм. Кто он такой? Он говорит, ты имя мое знаешь. Ну, пусть назовет. Как его зовут? Сейчас энергия такая, как у паука. Я ему передаю, что он человек, пусть проявится в человеческом обличии. Я Так, вижу, кто это, согласно но я хочу проверить. его физическому ДНК приказа проявиться. Он так и говорит, что он Тарас. Мгм. Говорит вот так вот, сын воплощенного Николая. Потом начинает говорить по-немецки, а потомок
И по-немецки говорит. Но если в Мгм. переводе на русский, то это наследник, говорит, престола сатаны. Мгм. Давай проявляем его на свет, этого наследника престола сатаны. Все его также воздействия, дела, вредительство Сейчас я светлым спрошу, что душам. он там делает по отношению к всему человечеству. Мгм. Он как в секторе магии находится. Мгм. Ш Он Что говорит, что он? переносит свои фантазии, роль Христа Мгм. на судьбы всего человечества. Так, зачем ему это? Я, говорит, указываю им место, где им должно быть. Он говорит, что он выписывает истории, и буквально как будто бы перед ним лежат такие или стоят такие чаши, где Мгм. разные культы. Сначала возле вот этот черный культ принесения в жертву вождя, потом культ Осириса и так дальше. И пошли разные культы Сатурна, то есть разные культы смерти, разные интерпретации об одном и том же. Так. Что это он делает со всеми этими культами? Но в эфирном плане это считывается, как будто бы он звезды на небосводе вбивает такие, как гвозди в эти звезды Мгм. черные, и эти звезды как бы закрыты. Сейчас я посмотрю, что это символизирует. Мгм. Он говорит, что он закрывает свет тьмой. И мне сразу пошла аналогия, когда мы делали расследование по запросу Ирен про Израиль. Я тоже там видела, как Ватикан закрывает собой, то есть питается энергией э, еврейской культуры, да, Мгм. даже не культуры, а мировоззрения, скажем, веры, для того, чтобы создавать силу свою собственную и искажать сам источник. Вот то же самое происходит. Он говорит, что он деформирует реальность ложью, буквально вот Мгм. ложью, создает новых богов. Так. Проявляем Говорит, эту его что создает деятельность. культ Мгм. предательства себя, говорит, ватиканский пафос. И буквально такая Мгм. синяя энергия, это как пси-технологии, то есть НЛП-программирование, культ насилия над собой, предательство себя. Мгм. Так, а кто его хозяин? Кому он служит? Я вижу от него много-много идет таких, как проводов вниз. Он говорит культу смерти. Но это он находится в секторе магии, и как будто бы много-много ног от него пошло вниз, и там как пространство такое энергетическое, как пси-компьютер. Считывается культ смерти, Ватикан. Мгм. Так, что это за псих-компьютер? Какова его цель? Собрание, я слышу, мыслей людей, и я вижу здесь, это вот этот центр управления этим культом. Я вижу, как завязываются эта модель повиновения, буквально загвоздение считывается, вот эти ритуалы, которые циклично проходят каждый год. Одни и Так, те же ритуалы. какие Ну, какие церковные именно ритуалы ритуалы? рождения типа, они все Мгм. сопровождаются магическими действиями. Мгм. Потому что есть разница, например, день рождения каждый год праздновать, да? То есть это
просто собираются, и это ритуал не магический. Это ритуал, построенный на любви, доверии, к семье и так дальше. Ну, я говорю в тех случаях, если все происходит э, красиво, да, как надо. Вот. А здесь я вижу эти магические ритуалы, и они все привязаны к этому одному источнику. Это убийство отца, я слышу. Вот так вот. Мгм. Тот, который мы рассмотрели. Да. Посмотри, контракт между отцом и сыном полностью расторгнут. Сейчас оно проявится. Сейчас я вижу, встала эта Магдалена, Мгм. подошла к Тарасу и смотрит, что он там калякает черным пером. Так. И берет, читает, разрывает. Я когда она разорвала эту писульку, то образовался вот там, где она разорвала, такой огонь. Мгм. Что? И смотрит и говорит, я больше не наложница. В чем дело? Она говорит, я больше не наложница. Мгм. Говорит, я жена своего мужа. Вот. И я вижу, как карма дюгнула этого писаря Мгм. по голове буквально таким, как кирпич такой черный, так бум, упала на него само по себе. То есть это энергия этого, спрессованная энергия этих фантазий, лжи вернулась к его создателю. И я вижу, Мгм. как эта энергия пошла потом в это его так называемое перо, и его рука так разбухает, краснеет, правая рука, и он видит, а это перо, это такой, как клинок острый, как лезвие. Я Мгм. передаю светлой части этого писаря, вот если она там где-то есть, алгоритм освобождения. Я говорю, что светлые души к свету, живые души к свету, тьма к тьме. Что он может решить в этом моменте, отменить этот, я слышу, конфликт интересов культа смерти и человечества. Мгм. Так. И что происходит? Ну, я вижу, что он не проявляет никакого желания расторгать этот контракт. Я Да? передала эту Давай информацию. проявим на свет все его вредительства, всю его ложь, всю его эту писанину в нашем пространстве. Я вижу то, что в самом начале увидела, как это какие-то фигуры уносят что-то. И я вижу, когда он это вот, я вижу, он говорит, что он написал Библию о пришествии Христа. Так. И я вижу, как с этой Библии такие, как гномы, как подземные человечки. Ну, это не настоящие человечки, это символ, сейчас я посмотрю, метафора сказочных людей, которые уменьшились, деградировали из-за, я слышу, сухости ума. Но они вот а, являются как бы носителями, ворами, которые воруют энергию тех людей, которые подключаются к этой эгрегориальной христианской системе. Мгм. Я спросила этих монстриков, что они делают. Они говорят, что они утащили сердца миллионов людей. И вот они складируют эти сердца. То есть сердце– это символ человеческой принадлежности, божественного духа и воплощенного тела, то есть целостность человека как божественного творения. И я вижу, что он их укладывает в такой казане.
как черный казан, и он как голубцы вот так вот друг к дружке их рядочками укладывает, а по центру образуется такой, как считывается энергетический вампир. Мгм. То А есть как эти черный стержень в виде этого же клинка. А как эти сердца к ним попадают? Я вижу человека, который вот так молится, вот как эта икона была, Мгм. благочестивая Марта какая-то, которая молится. Это образ, что правильно. Это навязывание покорности, подчинение внешнему фильтру. Это фильтр. ам, Я вижу, что это фильтр. Так, а что является фильтром? Вера. Вера человека является фильтром. То, во что верит человек, вот то и является фильтром, куда уходит его энергия. Мгм. Так. И когда они вот это складируют, эти сердца, а посередине этот клинок, что там происходит в пространстве? Я слышу, это их соглашение умереть, как Христос. Мгм. То есть это подавление собственной воли, уход от собственного желания жить, а считывается как это доминирование смертью в М, выборе. так, хорошо. Давай эту информацию всю передадим в наше пространство. Те, кто захочет, может ее принять. Ну, я смотрю, что я вот так как бы слой за слоем имею желание вот просмотреть все эти потерянные души, сердца, Мгм. для того, чтобы каждый из них, потому что куда я смотрю, там как открытое окно возможностей, как портал открывается, светлый такой. Я Мгм. буквально вижу, что я как будто бы правым глазом смотрю. И такой вот лучик пошел, и вот так снимает слой за слоем. И Мгм. я так э, передаю информацию, как будто бы громко кричу, потому что я очень заинтересована в том, чтобы взбудоражить человечество, чтобы оно проснулось, чтобы оно скинуло из себя эту чуму, этот культ смерти. И когда я Мгм. это сделала, то все так задрожало, как будто бы землетрясение. И этот писарь вот так как бы землетрясение трясет его вот так вот сильно и вытрясает буквально с него. Даже говорить не может. Вот это все трясется так. Что с него вытрясает? Это не только с него, это сотрясается вся система повиновения, вся эта магическая матрица Мгм. этого культа трясет. И я вижу, как трясет все, и этот понтифик с сердцем на голове Мгм. тоже его трясет. Я слышу, что это пересчитывается. Перестройка сознания человечества. Мгм. Так, И я вижу, как этот Михаил, вождь, снимает из головы это красное сердце, из головы. И это считывается, что он подчинился воле магии его сына, Мгм. потому что он сильно любил своего сына ради любви. Типа, ну пусть уже, если так хочет. И он Мгм. подчинился на подсознательном уровне. И я вижу, как он это снимает. Я ему передаю, что он может отменить это его решение. И я вижу, как он берет за руку из сектора интерферентов этого убийцу своего. Мгм. И он его буквально тащит как в сектор первотворца вот туда, идет, за руку держит, вот он как ухватил его за левую руку, вот так он его и тащит. А за ним а, потащились все эти культы, считывается предшественники культа Христа.
Вот, и я передаю тоже в этот эгрегор, потому что оно получается так: вот все светлые души, а этот культ — это как, тот вампир, который получает выгоду от потери энергии. Мгм. Они получают деньги, власть, Да. Так. и я все это все вижу, и вдруг этот, писарь перевернул, Библию вот так вот, раз ее перевернул, и считывается, там как будто символ такой попы, половина попы. Так. Что Ну, это как означает? будто бы человек лежит на боку, и пол попы, как будто бы он для укола приготовил половину попы, вот так вот. Мгм. Так. Что это такое? Оно считывается фантазией культа. О, Писание о Христе, христианские писания. И они просто исчезают. Мгм. И с этой книги вырывается такой, как бы выплывает, а, считывается диагностический центр какой-то. Так. Что это И он, за центр? этот шарик, оно считывается, что это наше внимание. И оно приплыло. Помнишь, я говорила, что такие весы? И здесь такое Мгм. сознание Мгм. чистое, а Большое, но здесь легкое, да? культовое, да, тяжелое. Мгм. И вот этот энергетический сгусточек как бы приплыл к этой тяжелой энергии, считывается это ДНК сознания, ДНК чистого сознания. Я вижу, как оно работает, как будто бы сравнивает с эталонным ДНК, Мгм. как ген работает. Так. И что там происходит на этих весах? Я вижу, что оно вот так вот, как будто бы тын-дын, как будто бы резонанс такой идет, энергия, и считывается, что а, происходит размутнение мути. А что такое муть? Мгм. Что такое муть? Оно считывается как такое вязкое черное болото, как Это будто там, бы где в нем, застряло человечество, ты говорила? да, то есть это Мгм. сознание человечества, и вот эти все нейронные связи, как такие, как в паутина, и как тина, плесень, то, что считывалось раньше. Мгм. Мгм. Вот м, а это живое, оно коммуницирует со мной. Это диагностическое, это считывается как символическое разумное человечество, которое а, формирует новое бытие посредством нового мышления. Мгм. Что происходит с этой тиной, с этой Сверху это плесенью? как в болоте, как будто бы происходит размутнение, как будто бы вода чистая появляется на поверхности, и сквозь эту чистую воду начинает светить свет разума, свет развлечения. Я слышу эмпатическое чтение, то Мгм. есть возвращается энергия любви, истинной Мгм. любви, которая различает добро и зло, имеет свой истинный стержень, и я вижу, как этот темный стержень, то есть это параллельно вот в секторе магии, в секторе интерферентов происходит, буквально как бы разваливается этот черный стержень, который удерживает человечество в магии М. повиновения смерти. И я желаю, чтобы мы зашли в тот момент, когда человечество полностью освободится от этой мути,
когда человечество выйдет на новый уровень сознания, обретет свою волю и начнет и будет творить только добро, свет, процветание, счастье и любовь для себя и для других. И я Мгм. вижу, как Земля как будто бы сама из себя вот так и струшивает. И сейчас интересно, это сейчас происходит или это будет потом? А считай, это уже сейчас происходит или это будет через какое-то время по Это нашему сейчас земному? происходит, и оно считывается, что мы и другие люди, которые думают и различают, они являются, я слышу, первопричиной выхода человечества на новый эволюционный уровень. Мгм. Организация нового человечества происходит прямо здесь и сейчас. Мгм. Как поменялась ситуация с теми весами? Я вижу, что там, где это была такая черная, плотная энергия, она начала как гейзер а, бурлить. И я вижу, сейчас я посмотрю, какие процессы. Мгм. И я вижу, что вот эти все разоблачения, которые происходят во всех сферах человеческого общества, то есть разоблачается вся эта политическая, религиозная система власти, это как раз и есть уже процесс пошел, необратимый процесс возвращения человеку его цельности. Мгм. Так, хорошо. Отсоединись от этого всего. Да, Давай сначала вернемся к Михаилу. Посмотри, они там перешли в светлое пространство. У него теперь есть возможность перерождаться при желании? да, он говорит, что он сам пошел. Что-то было, куда-то я улетела с про сына. Ну, сын как бы не с ним, этот, который его Мгм. убил, Мгм. а он сам. Теперь у него есть возможность перерождаться, Да, когда он этого захочет? Мгм. В каких сейчас он пространствах находится? он находится по нашему по нашей ментальной карте, как бы в секторе миссии, в секторе первотворца, высшего я, и у него перед ним вот так вот, как ребенок. Так, что это за энергия? Способность воплотиться снова. Мгм. Хорошо. Спроси у него, все ли мы для него сегодня сделали. Я ему сейчас как раз говорю, потому что он выбрал, я ему передаю, что он может выбрать мать, которая выполнит и поможет выполнить все самые сокровенные, чистые, светлые, гуманные миссии его божественной души. Что Мгм. он может сейчас полностью освободиться от всех этих привязок, и я ему показываю, чтобы он вернул все частицы потерянной его души со всех этих эгрегориальных структур, ноосферы человечества. И вот собралась эта девушка, принесенная в жертву. Она говорит, Мгм. мать троих детей. То двоих говорила, а сейчас сказала снова троих. Ну, Мгм. Так, хорошо. А как поменялась ситуация, то когда, из с племени майя вот это сердца вышли и переместились в другую сторону планеты? вот эти Что с люди, ними? я вижу, как они, они вот так вот с левой стороны, как будто бы завернулась какая-то энергия черная, и так их скрутила в такую трубочку. А сейчас Так. это наоборот идет, вот так вот разворачивается. И я вижу, как они э,
подняли, руки вверх, и как будто бы на руках, знаешь, как болельщики на руках Мгм. звезд своих, качают, да? Ну да. А я Мгм. вижу, как они буквально уносят на своих этих, сияющих руках своего князя. То есть они Мгм. выступили, они не смотрели просто и не стали соучастниками убийства, законной власти, так скажем, а наоборот проявили соучастие в освобождении. И буквально Мгм. я вижу, как этот эгрегор, как, как шарик какой-то сдулся. И я все это пространство очищаю. Оно, знаешь, как этот, как парашют, который уже отслужил. Вот. Мгм. И передаю каждой божественной душе, которая была подавлена, продавлена, что могут вернуть свою целостность, расторгнуть их контракты. Я вижу, что они вот эти стропила буквально от этого парашюта, они такие же, или как они называются, эти нити, веревки. Мгм. И Мгм. вот, и у этого Тараса тоже были эти же. Это как тот парашют, который летает, летает, и имеет значение и силу только пока летает. А когда упал на землю, то уже не имеет никакого значения ни его нити, ни его веревки, ни его сила, ничего, уже все потеряло. Вот, Мгм. и я передаю в эфирное пространство, чтобы каждая божественная душа вернулась к своей истинной природе, к своему истинному счастью, вернула в свои сердца коды своего божественного духа, и Так. вдруг эти весы, которые вот так вот были, Мгм. они задрожали, и я увидела, что с одной стороны, там, где вот это, с левой стороны черное, оно все задрожало, Так. и как будто бы кто-то подкручивает эти веса, такая стрелочка там есть, которая Мгм. уравновешивает. Сейчас я посмотрю, что это за Так. рука такая. Ага. Кто там подкручивает, проявляя его на свет? Я слышу я. И что это ты там подкручиваешь? Я слышу стабилизирую. Так. Вот оно, что стабилизирую процессы, слышу, вдохновляю. И вот это, помнишь, я говорила, что оно так постепенно тук-тук-тук, как будто Мгм. бы оно считывается, что шаг за шагом, постепенно, степ-бай-степ делаю вот эти, помогаю всему человечеству освободиться, ну, без сильных потрясений. Мгм. Я, Хорошо. я А, хочу зайти в тот момент, когда моя главная мечта исполнится, и все человечество обретет свою собственную силу божественных творцов и начнут творить своими мыслями, поступками, решениями, делами только свет, гармонию, процветание для них самих и для всех окружающих, для всего всесвіту божественного. И я мгм. вижу, как эти весы, изнутри такая энергия пошла, засияла, и считывается божественное равновесие. И эта информация вот поднялась, как такой шар энергетический, и поднимается вверх, Мгм. и считывается, разглашает мою волю, то есть в эфирном пространстве остается мое решение. Так, какое именно решение? Ну, вот это, что я говорила. Мгм. Хорошо. Посмотри, вот это вот, мозг, то, что разделяла эта пластина. И это было у всех людей, которые воплощены были. Как поменялась ситуация?
Ну вот, как-то интересно оно происходит. Именно вот эти уральские, горы, которые идут вот так и разделяют, большую часть, планеты на 2 половины, вот как-то оно связано с этим. И я вижу, Так. что там образуется такое, считывается петля времени, М. и как расходятся, все стороны. И я вижу, как выходит оттуда тот клинок, который как лезвие, то есть это ситуация. И я буквально как будто бы вижу, как будто бы это я или кто-то вот нежно-нежно вынимает это лезвие. Ну, буквально вижу, как будто бы из мозга вот это такое мягкое тело, Мгм. вот это все такое нежное, розовое, оно вот так вот вынимаю нежно-нежно, Так. оно тянет такое лезвие там и тянет за собой, как бы излечивая все раны человечества. Мгм. И Хорошо. так бух, оно когда вышло и упало, вот, обернулось, и в сектор магии, как бы я вижу этого, писаря вот так разделила наполовину. И первая вот эта половина, которая как будто он сидит в чернец вот этот, вот так отделилась, а сзади него вышло то, что он скрывал сам от себя. Я вижу, как ангел вылетает но за ногами тянется такой черный шлейф. И я передаю ему тоже информацию, что он в любой момент может обратиться к нам, Мгм. отменить его контракт, если он желает, и перестать служить тьме. Мгм. Вот. Все очищаю, Хорошо. это все пространство. И вот давай вернемся к этим иезуитам. Так. Я вот смотрю, и этот папский престол слышу. И он сидит, как будто ступеньки такие на таком троне, а под троном такие черепа человеческие. И он Мгм. сидит, и в правой руке, ну, это метафора такая, это не конкретно кто-то, правая рука на левом колене. Я вижу, что рука такая, как, ну, вот как скелет. Мгм. А в правой руке он держит, ну, царь обычно держит державу, да, Мгм. а этот держит, считывается труп человека, череп человека. А в черепе такой Мгм. крест черный. Я Так. вот смотрю, в этом, где голова должна быть у этого ватиканского папы, то там как будто бы провал такой, как мумия такая, знаешь, трухлая, труха такая, Мгм. пустота внутри. И туда тоже вместо головы воткнут эта палка, на которой Иисуса убили. Типа у Мгм. Иисуса, но это не был Иисус. Это они создали эту, оно считывается, мафия бессмертия. Мгм. И на голове вот этот красное сердце, как будто бы вместо головы, вот это красное сердце, то есть это разрешение убить себя, как это Мгм. сделал этот вождь. Он как бы Мгм. подчинился воле магии сына. Вот это за основой. И я так вот беру, так тук-тук, постучала, типа, что они отстали от времени, что они пропустили момент, и показываю, что а ничего не было, Мгм. что весов нету. Вождь отклонил свою смерть, расторг его контракт, ничего нету. Мгм. Так, и что происходит при этом? Слышу иллюзия, то есть вот это
иллюзия власти, которая держится ни на чем, вообще ни на чем, на иллюзиях. Я так и слышу, Мгм. на брехни, то есть на М. лжи, на манипуляциях и на разрешении самого человека продавить себя для того, чтобы выдавить из себя вот эту божественную часть души. Мгм. Давайте передаем И всю то, эту что информацию. для человека приводит к смерти, то по версии этого культа иезуитов их ведет к бессмертию. А мне интересно посмотреть, так ли это. Смотри, к чему он К ведет какому бессмертию они приходят в результате. этих членов Я вижу, этого что это культа. бессмертие, я слышу служение системе. Э, Бессмертие не для них, а бессмертие для культа смерти, для этих механизмов мертвых. А они, как шестеренки, получается, я вижу в этих шестеренках, как такие шарики, перемалываются вместе с жертвами и становятся как наоборот. Они идут прямо в этот портал, м, перемеленные и как плоские такие, желтоватого цвета, уходят вниз, головами вниз. О, почему голова вниз? А что это за образ такой? Считывается как паразитическая структура. Они теряют полностью волю над собой и выглядят как такие плоские волны желтого цвета. Мгм. Паразитическая структура, а на конце, то есть часть их сознания, часть выбора служить этой машине смерти. То есть они по сути служат э, мертвой системе, потому М. что я вижу, что это замкнутая система, слышу карантин, то есть за пределы земного сознания это не выходит. Мгм. Это как в человеке. И свет, и тьма, все внутри. Точно так и здесь в большем масштабе, в масштабе всего человечества. Оно, вот я вижу, вот собирается в одном месте, а потом прорывается и уходит на, я слышу, на полную утилизацию. То есть вместо бессмертия они получают полную утилизацию, эти черные магические энергии, которые символизируют полное расщепление. Мгм. Это как гной. Хорошо. Да? Раньше это, допустим, была трава, цветочки, пахли живые, там мышки, коровки или зайчики, а потом это все превращается в ничто. Оно разлагается и теряется вот это сама, э, я слышу, система распознавания. Вот что, вот это гниение, символ потери системы распознавания. То есть, когда люди поддаются вот этому внешнему воздействию Мгм. этих манипуляций, то они утрачивают эту э, систему распознавания лжи и правды, жизни и смерти, добра и зла и так дальше. То есть вот оно как работает. То есть Мгм. конец насильников и конец их жертв один и тот же. Полная утилизация. Мгм. Так, передаем всю эту информацию в наше Мгм. пространство. Да, Так, вот соединись от всех и от всего. да. Посмотри, вот Ватикан, там точка входа, энергетический казус. Ты видела, как крышка, такая плесень, как изменилась Сейчас сейчас на этом ситуация. месте я вижу, как
оно вот так перевернулось вверх ногами. И вот эти ступеньки с черепами оказались уже вверху. Так, А что? сейчас я посмотрю. Я вижу, что это символизирует, как вытащили на свет, как говорится. Мгм. То есть я слышу, осветили своим вниманием. Это вот взяли мы с тобой это все, вытащили на свет и всем показали. И с этого момента к нашему решению освободить мир от магии, я так и слышу, от чаклунства, то есть от Мгм. ритуальной магии, потому что магия бывает разная, но принцип Мгм. один и тот же, да? Черная магия, ритуальная магия, культовая магия всегда связана с культом, с поклонением, с ритуалами. Вот это магия. Так. И каждый имеет после этого, когда мы это все вынесли на свет, на публику, это точно так же происходит, когда какую-то тайну, какой-то скандал раскрывают, например, в новостях и доводят факты, наводят факты. Вот это было тогда, вот это тогда. Не просто обвинения, а факты. Тогда Мгм. эта информация становится доступной, потому что истина, она становится доступна и помогает другим как бы принять свое такое же решение и усилить наше с тобой решение освободиться от этой магии, освободить все человечество. Мгм. Хорошо. Так, отсоединись от всех и от всего. Да, Так, найди свое эфирное тело. да, я вижу, и у меня, я как ангел стою с крыльями, и у меня во рту такая, как шарик, и считывается глаголю правду. Мгм. Спроси у себя, все ли мы сегодня сделали, что ты хотела. Да, я вижу, где сердце, такие крылья, как книга раскрыта. Мгм. Я слышу, истина пришла. Ну, Мгм. считывается так. Мгм. Хорошо. Тогда отсоединись от всех и от всего. Мгм. Проверь свое личное пространство, Ну, очисти я от всех еще чужеродных. одно чуть-чуть хотела посмотреть и Ну, задала давай. вопрос. Когда родился Иисус, то есть этот человек? И я слышу и вижу, слышу на українському языке, коли жали жито. То есть это, Осень. зи- да, это как будто э, август-сентябрь. Вот. Ага. А еще спроси, сколько лет назад родился этот человек по нашим земным летоисчислениям? Так. Это меньше 1000 лет. Мгм. Около. Мгм. Около 1000 лет. Вот я сейчас на шкале нарисую 2000 лет, и опять идет 1000 лет. То есть Мгм. плюс-минус 1000 лет. Мгм. Это была Византия. Я слышу походы. Это было когда? Это были походы. Походы царя Гнева на Иерусалим. Я слышу. И слышу перестройка, переформатирование а, экологического, я слышу, мышления на магическое. Это Ватикан, когда буквально как вода прорвалась, нашествие пошло из Ватикана, крестовые походы. Вот М. тогда это происходило. Мгм. Хорошо. И я слышу убийства
Какие Это убийства? буквально как Ватикан убил, то есть культ убил. эм, э, Кого он убил? Так, Я посмотри, кого слышу он убил. эм, человека, ну, это уже идет как в эфирном пространстве, человека Христа, то есть Спасителя. Мгм. И я сразу считывается вот эти, что они на него ярлыки навешали. Человек-безбожник, потому что, то же самое, что и сейчас. Кто не ходит в церковь, тот безбожник, да, то есть навешивание ярлыков и переориентация внимания, догмы, создание нового культа. Мгм. Так, хорошо. Я слышу разрушение иудейской системы суждения и Мгм. буквально как будто бы разбитое стекло разноцветное в эфирном пространстве. Я Так, что слышу это? многоликие религии, и после этого начались очень много навязанных религиозных культов. Я вижу, что сект, Ватикан, это и есть вот эта блудница, проститутка из библейского рассказа, которая сношается с земными царями. То есть это же институт власти, сильнейший, который стоит над эта иерархия власти, считывается Люцифера над сознанием божественного кода. Мгм. И Который именно с этого момента начались вот эти, я слышу, как разногласия и разночтения, и в иудейской системе, ну, сильно усилилось отпучкование разных сект. В христианстве это вообще миллионы. В каждой хате своя история, своя интерпретация. Эти Мгм. эзотерические секты — это буквально как разбитое сознание всего человечества на осколки, которые каждый из этих сект как бы отражает какой-то свет, но не дает цельной картины понимания, раздробленность сознания. Это то, что Так, я видела в начале. мгм. Когда это стекло разбилось, что произошло на физическом плане? Я вижу, как этот понтифик стукнул вот так этим черным жезлом, и считывается приказ убить царя, Так, но какого? это он называется царь Израиля, царя Мгм. Израиля, сына Давида. Мгм. Так. И тут же вот так вот стучит и стучит и стучит этот создание мусульманства, создание христианства, и дальше стучит и стучит, и он как стучит, как в этой сказке, что конем конь или кто-то там это копытом бил, и какие-то Мгм. новые что-то там возникало. Золото, монеты Да, а всякие. вот это он как бьет этим по земле, такие новые приключения создаются. Он приказывает. Я сейчас спрошу, а что это он приказывает? Мгм. А он сидит и говорит: я владею миром. И я вижу, что я слышу эго, вот эта змея, которая в Ватикане над папским престолом, типа Мгм. в этом зале, это как раз и символизирует эту магию сознания, насилия над всем миром. И Ватикан управляет не только католиками, но и православными, и всеми сектами, потому что он имеет влияние и сношения со всеми государственными институциями
И это вот Мгм. буквально как паутина такая, знаешь, тина, паутина, вот эта плесень, Мгм. все, что соприкасается с этой ложью Ватикана, все превращается как в труху, как в ничто. Мгм. А когда он получил это владение миром? Где это и чье согласие, разрешение? Я слышу Байбл, то есть ам, Ватиканская Библия, я слышу. Интересно, Так. когда это произошло. Мгм. Формирование христианских писаний. Ам, Так. я вижу, что занимает отрезок. Сейчас я на шкале посмотрю. Мгм. Мне идет как бы 15-й, 19 век. Мгм. Упрощение я слышу. Упрощение. Прощение чего? Ну, не от слова просто, а от слова праща. Мгм. То есть, как Давид убил Голиафа из пращи, то здесь получается наоборот. Да, то есть Так. Давид, как служитель света, убил служителя тьмы. А здесь получается, что этот же принцип, что служителей света убивается, они убивают, как из пращи. То есть попадают прямо в лоб. Я слышу, что это центр сознательного выбора. И именно Мгм. же лоб, вот где проходит это разделение правого материнского разума, которые связаны и с чувствами, с энергиями, с другими душами и с источником жизни. И левого полушария, которое отвечает за формирование будущего, нарративов и Мгм. связей на физике. То есть это выстраивание конструкций, Мгм. стратегий и так дальше, планирование. Так. Вот. А вернись к этому к кому, кто владеет миром, сидит там. Что-что? В Вернись к этому папу римскому, который считает, что он Ну, миром владеет. ну вот я ж смотрю Давай на него. проявляем его полностью на свет и считай истинную информацию. Он действительно владеет миром. В этот момент я вижу, я слышу, что он владеет потерянными душами. Мгм. Так, какими-то душами он владеет. Также это все проявляем. Я вижу, что вот это сердце, которое у него там на голове, и вот Мгм. эти иконы с выдратым сердцем у матери и у Мгм. Иисуса, Эти все типа. пронзенные мечами, да, на Да, иконах да-да, то рисуются. есть это все культ этих иезуитов. И это сердце живое, как будто бы вот этого вождя, и оно как бы разрывается само по себе, Мгм. красное такое, а внутри такая черная, черная шкатулка, как будто бы квадрат такой, как кирпич вот этот. Так, И он что это? так встал, как бы в секторе интерферентов, и там я вижу ключ такой серебряный считывается. Так. Я смотрю, и я вижу, что от этого ключа идет такая, как ниточка в сектор первоисточника. И я Мгм. слышу, что всякая гадость земная, она вот как паук хватает свою жертву. Вот точно так же вот эти черные энергии, как пауки, держат коды жизни этих душ, которые попали в эту ересь Мгм. эзотерическую. Так. Ну, эта энергия, этого живого сердца,
Она все ушла уже с ихнего этого всего культа после того, как Михаил это все отменил, Да, и считаю. оно на физике все, вот в эфирном плане оно все произошло, и на Мгм. физике будет происходить. Многие люди будут смотреть наши видео, и если они доброй воли, то они будут распространять наши видео, лайкать, писать комментарии, чтобы как можно больше людей смогли освободиться. Да, давай также распространим эту информацию, каким на самом деле владеет миром этот Ватикан и Папа Римский. Я вижу миром жертв. Я вижу, как Мгм. люди идут, а у них такие петли на шее. И снова я вспомнила тот сон, который снился мне 3 дня подряд, пока я уже не разоблачила это все, и свет не появился. Вот они идут все такие с этими петлями, и идут, вот и идут, из сектора интерферентов в сектор магии, и так уходят, уходят. М. Я слышу, что владеет над душами мертвых, потому что Мгм. все эти души имеют перспективу одну — перейти в этот гной, что я слышу. Мгм. Хорошо. В общем, всю эту Ну, информацию это же передаем в логично. пространство. Поклоняешься смерти, конец — смерть. Все, что выбирает душа, то и есть этим фильтром. Мгм. Хорошо. Отсоединись от всех отсюда. Да, отсоединяюсь, очищаю все Мгм. мое пространство и Да, все эфирное замороженные пространство. ситуации, да, Да, проверь. сейчас все размораживаю, все убираю на утилизацию. Свет к свету, тьма к тьме, истина к истине, ложь полностью уничтожаем, разбираю все на молекулы, на атомы и уничтожаю на полную аннигиляцию. На кванты. Да. Так, хорошо. Закрой все порталы, Мгм. поднимись максимально вверх, Мгм. наполняйся живыми, светлыми энергиями любви, радости, гармонии. Мгм. Ты готова выходить? Да. Я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в физическую реальность, с которой я с тобой разговариваю, и будешь чувствовать себя великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Что Да, скажешь? вот такое у нас расследование получилось. Очень интересное.